Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик, меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Давайте немножко разберем станки, где доставать ресурсы, как их фармить и на какой локации больше всего их находится. Каждый первый выживший, который заходит в эту игру играть, стопроцентно делает плотницкий стол. Потом делает грядки, душ, плавильня. Ну и костер, может быть, там, не знаю, если так сильно жрать приперло. Плотницкий стол. Что нам нужно? 10 дерева простого, да, и металла, но это легкий крафт. Иногда этот же плотницкий стол вам требуется для продавца Джо. Да, чтобы выменять у него ящик с оружием. Грядка тоже самое легко. 5 дерева, растительное волокно. Для чего нам нужна грядка? Мы выращиваем на этой грядке вот все рецепты, которые здесь есть. Видите, из семена можно получить 2 морковки, из семена кукурузы 1 кукурузку. Правда, я так и толком не понял, где эту кукурузу вообще брать. У меня ни семечки, ни кукурузы самой нету. В игре я ее не видел. Следующая у нас плавильня. То же самое, очень легко она делается. 10 камня и 5 металла. Что мы с этой плавильни можем получить, друзья мои? Выплавление с плавильни у нас из 2 железной руды получается 1 слиток, из 4 металлолома получается также 1 слиток, из 2 алюминиевых катушек или алюминиевая проволока, разницы не имеет, 1 алюминиевая шоколадка, а также боксит, 4 боксита и 1 алюминиевая шоколадка, 5 медной руды, которая очень жестко и, блин, тяжко добывать ее, особенно где в зимних локациях. Я один раз там был, больше не хочу, там руды очень мало, там нечего делать вообще. Медную руду в основном можно достать, это бункер Альфа, потому что там попадается больше всего ее. И с 5 мы получаем медный слиток 1. Также кварц, я правда его пока что не видел, но стекла у меня уже есть. Это значит, с 4 кварца мы получаем 1 стекло. Вот что нам делают. А усиленная плавильня, вот у меня 1 стоит, конечно, мне больше и не надо. Все рецепты это 1 металл, 1 алюминий, 1 медь, 2 угля древесных, 1 стальной слиток получается. Я делаю, как раз этим же занимаюсь. Второй рецепт это 3 титановые руды, 1 алюминий, 2 медных слитка, я уже сказал, где медь можно доставать. И песок, друзья мои, я еще, по крайней мере, пока не знаю. Я как бы знаю, где он достается, да, но я не доставал ее, как бы это еще выразить-то. И со всего вот этого у нас получается 1 титановый слиток. Также есть 3-й рецепт, это вольфрамовая руда, 2 алюминиевых слитка, медь, 4 древесных угля, и у нас получится 1 вольфрамовый слиток. Поехали дальше. Водосборник. То же самое, 10 дерева, 3 прокладки, ну я называю прокладки, это кусок ткани и 2 металлолома. Чоппер, он то же самое стоит всегда на локации, его уже делать не надо. Вольер для собак, друзья мои, тут нужно 20 дерева, 7 изоленты. Изоленту, друзья мои, можно на любой локации найти, вообще на любой. Особенно каменная красная и дерево красная локация, там ее много, особенно в сундуках. 15 камней и 10 металлолома. Каменорезка, 20 досок. Чтобы доски сделать, нам нужен плотницкий стол. Там в плотницком столу можно сделать доски. А плотницкий стол я не показывал, да, сейчас я покажу. Вот. Рецепты из одного дерева получается 1 доска сосны. Из 3 дубовых деревьев мы получаем 1 дубовую доску. И из ясеневого дерева, из 5 мы получаем 1 ясеневую доску. Я, правда, еще это дерево не добывал. Но она, по-моему, добывается на болоте, друзья мои. Когда мы сделаем вездеход свой, мы отправимся, конечно же, на болото и посмотрим, как это все добывается. Сушилка делается из 15 досок, 5 металла, 15 веревок и 5 металлолома. В сушилке мы можем высушить кожу. Точнее, не кожу, а шкуру животного. Вот она, шкура животного. И получается 1 кожа. Также можно из растительного волокна сделать
одну веревку. Конечно, два волокна, одна веревка. Я, конечно же, из этого волокна делаю прокладки, чтобы потом делать себе аптечки. Так что сушилка для кожи практически всем нужна. Гараж. Ну, гараж, сами знаете, да, там стоит чоппер, самый хороший. Особенно, когда на нем ездить можно. Что нам нужно для гаража? Это 15 металлолома. Металлолом также на всех локациях валяется. Он везде есть, друзья мои. Правда, я не встречал его в бункере Альфа. Ни разу. Болты тоже, они везде валяются. Блин, по всем локациям их можно найти и в больших количествах. У меня практически уже сундук нашлепан. Каменные блоки, да, про каменные блоки я, друзья мои, забыл вам сказать. У меня стоит один станок, потому что мне большего не надо. Из 2 камней у нас получается 1 каменный блок. Это значит, из 100 камней вы получите всего 10 каменных блоков. А для гаража нам нужно 20. Также нам нужно 12 досок. Резиновые детали, так же как и болты, они валяются везде. Их можно на каждой локации, в каждом сундуке и в каждом шкафу найти их. Ну, металл, он выжигается в печке. Стол оружейника, друзья мои. Стол оружейника я не делал. Да и каждый из вас, наверное, его не делал, потому что он появляется так же, как появляется новый выживший на новой территории. Стол оружейника можно сделать, но я не знаю, для чего, конечно, он еще может быть. Ну, если только для продавца Джо. Больше я не знаю, для чего он еще нужен, понадобился бы. Что нужно для ивонного крафта? 15 досок, 15 металлических слитков, 10 резиновых деталей, 5 клея и 20 болтов. Что можно делать в столе оружейника? Давайте рассмотрим. Как выглядит наш стол оружейника? Вот, смотрите. Большой, огромный, занимает 2 клетки. Рядом с ним даже не 2, а 4 клетки. Рядом с ним нельзя ничего поставить больше будет. Когда вы его поставите, там нужны будут еще ресурсы. С левой стороны на экране вы видите, какие ресурсы потребуются еще для полного завершения строительства. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь 2 захода. Здесь вы можете поставить на оружие то, что изучили, а здесь вы изучаете. Чертежи, где у нас достаются? Старая ферма, полицейский участок, только полицейский участок, наверное, фиолетовые и синие жетоны. Гуманитарный груз. Давненько, когда я играл, также я добывал с конвоя чертеж. И в бункере Альфа попадались чертежи. Но сейчас не попадаются они. Может быть, после обновления их перестали делать, чтобы они попадались в больших количествах. Здесь вы можете эти чертежи изучать. Вот, вы добавляете сюда ресурсы, делаете улучшения для своего оружия, огнестрельного и ближнего боя. А здесь вы можете уже установить свое, то, что изучили. Ну, у меня изучено только вот на этот ножичек, рукоять и само лезвие. Давайте продолжим дальше. Швейный стол. Нам нужно для его создания 20 досок, 15 металлических слитков, 5 резиновых деталей и 5 клея. Вот наш швейный стол. Что мы можем произвести в этом швейном столе? Вот я уже говорил, что я из растительного волокна делаю куски ткани. Но я называю их прокладки, так что не говорите, что я неправильно называю их. Из этих прокладок, только вы смотрите, чтобы вам сделать плотную ткань, из 20 вы получите только 10 кусков ткани. Из 10 кусков ткани вы получите только 5 плотной ткани. Это из 20 волокна вы получите всего плотной ткани 5 штук. Но я плотную ткань здесь не делаю, только делаю куски ткани, чтобы мне сделать бинтики. Вот они делаются. Видите, 5 кусочков ткани вот этой, вы получаете 1 бинт. Вездеход, друзья мои, вот я дошел и до вездехода. Что нам нужно, что нам требуется для создания нашего вездехода? Это 25 железных слитков, 20 сосновых доски, 15 проводов, проводов у меня вообще куча, 15 болтов и 10 изоленты. Когда вы его поставите, этот вездеход, после того, в него нужно вложить еще уйму времени и ресурсов. Сейчас вы также видите с левой стороны, что требуется для создания полностью, чтобы вездеход у вас уже работал. Я не могу это показать
в игре, потому что у меня его нету пока что. Но в будущем, я много раз уже говорил, что я буду его ставить, и я поставлю, буду делать уже его. Верстак. Что для создания верстака нам нужно? 15 досок, 10 железных слитков, 4 каменных блока и 4 клея, друзья мои. Для чего этот нам верстак требуется? Из одного железного слитка мы получаем одну пластину. Из одной пластины мы делаем 2 гвоздя. Есть способы, где можно еще найти гвозди, да. Это старая ферма. На локациях иногда попадается, но это на красных, на оранжевых локациях. И также можно найти в полицейском участке и в бункере Альфа вот эти гвозди. Ну, конечно же, я только про гвозди это сказал. Также можно найти и железные пластины, и сам металл. Алюминиевые шоколадки это только для алюминиевых пластин. Из 2 алюминиевой шоколадки вы получаете 1 пластину. Чтобы добыть алюминиевую шоколадку, вам нужно фармить боксит. Из боксита вы получаете алюминиевый шоколад, и потом вы получаете просто алюминиевую пластину. Сталь. Я уже говорил, как добывается сталь. Также эту сталь можно найти в бункере Альфа на 4 этаже. И можно самому произвести в улучшенной печи. Из этой стали вы делаете пластину стальную. А эта пластина стальная практически везде нужна. Особенно мне нужна была для кислотной ванны. Видите, ее сюда нужно 25 штук. Станок для переработки. Вот здесь уже материальчик нужен посильнее. Это нам нужно 3 дубовые доски. Как я повторюсь, чтобы создать одну дубовую доску, нам нужно 3 дубовых дерева. Это вам нужно 9 дубовых дерева, чтобы создать 3 доски. Также вам потребуется 8 железных слитков, 5 алюминиевых шоколадок, 1 лампочка. Эту лампочку я нашел только, по-моему, в бункере Альфа. Больше я нигде не мог ее найти. 20 болтов и резиновые детали, 10 штук. Что мы можем с этого станка получить, друзья мои? Да блин, да все можем мы получить. Вот так он выглядит. Он в одной клетке помещается, видите? Вот, этот станок забирает сразу 4 клетки, а этот станок всего лишь 1 клетку, и он помещается в одной. На этом станке вы можете много всего разобрать. Я, по крайней мере, пока что качаю электронику и прочее. Прочее мне нужно для металлолома, чтобы этот металлолом переплавлять сразу же в железные слитки. Также я иногда, когда у меня мало времени, я кидаю механику, там по часу, и она переделывается. Потихоньку я прокачиваю. Здесь также можно разбирать двигатели со старых машин. Они на локациях попадаются. У меня один раз попалось, но я был без мотоцикла, а без мотоцикла вы не утянете ее домой. Стол медика. Чтобы создать стол медика, вам нужно 20 деревянных досок, 15 железных слитков, 7 гвоздей, 3 изоленты, 5 железных слитков и 2 пластика. Друзья мои, где мы достаем пластик? Пластик мы достаем вот в этом станке, станок для переработки. Здесь мы достаем пластик. Кидайте бутылки, вот вам пластик будет. Также не только бутылки, пластмассовые вот эти карточки можно тоже туда кидать, и вы будете получать пластик. У меня, например, уже прочее прокачано до 24%, что я получу пластик. Видите, 10 минут, и у вас будет уже пластик. Стол медика. Я никогда не ставил, вообще никогда не ставил этого стол медика. Я даже не знаю, что в нем производится. Вообще не знаю, для чего, друзья, он вообще нужен. Правда, я никогда не ставил его. Генератор. Для создания нашего генератора нам потребуется 10 железных пластин, 15 болтов, 5 алюминиевых шоколадок. И самое муторное, то что мне вообще, вообще напрягает, это 5 ключей. Они так заколебали, эти ключи, они везде нужны. Генератор, где он нам нужен? Теперь генератор нам нужен, по-моему, в 2 частях. Где нам потребуется генератор? Вот здесь, на вышке, смотровая вышка. Вы просто подходите и заводите. Здесь этот генератор вам не требуется. Генератор требуется вот на эту вышку. Сюда вам придется прийти, зачистить территорию, поставить генератор, зачистить еще раз территорию. И у вас будет открыта территория вот эта. Здесь также будет домик, для рейда можно сбегать.
желтая локация, красная локация. Здесь мы добываем дуб. Также здесь попадается огнестрел, ближнего боя оружия, всякие многие ресурсы. И также откроется у вас зимняя локация. Вот она. Здесь попадается медь. Точнее, здесь не попадается, не то что попадается, а она есть тут. Это желтая локация зимняя и красная локация зимняя также. И нам нужен будет еще один генератор, потребуется даже. Это для нашей новой локации, это порт. Она вышла недавно, 13-й сезон, когда начался, чтобы спуститься в стоки, зачищать, когда вам нужны ресурсы будут для отправления посылок. Вам нужен генератор, чтобы откачать воду и спуститься туда. Вот. А песок, вот где песок вы будете добывать. Песчаный карьер. Но для этого вам понадобится катер. Для создания катера мы сейчас посмотрим, что нам понадобится. Улучшенная печь. Я показывал, что можно сделать из улучшенной печи. Перемотайте видео назад и посмотрите, кто не понял, что может создавать наша улучшенная печь. Что нужно для создания этой печи? Дубовая доска, 20 штук, друзья мои, 20 штук. Это вам нужно 60 дубовых деревьев или 3 стака дубовых дерева. Также вам понадобится каменный блок, это 40 камней, железный слиток, 40 руды и железные пластины, которые перерабатываются в станке из железа. Вот что нам нужно для улучшенной плавильни. Кухонная плита, друзья мои. Я все хочу ее поставить, но я не могу, потому что у меня нет пока что стальных пластин. Да, здесь нужно 5 стальных пластин. Как создаются стальные пластины, я уже говорил. Также перемотайте видео назад и посмотрите, как и где создаются стальные пластины. Для создания кухонной плиты нам понадобится 5 стальных пластин, 15 дубовых досок, 25 каменных блоков, 20 сосновых досок, 3 молотка, кстати, молотки попадаются у нас в бункере Альфа частенько, и 15 железные пластины. Что создает кухонная плита, друзья? Я в отдельном ролике все покажу. Все посмотрим. У меня много рыб уже есть. Посмотрим, может, что-нибудь еще и приготовим как раз. И опробуем нашу первую еду. Здесь есть у нас трубы. Используются для постройки водопровода. Чтобы сделать вот эту трубу, мне нужен чертеж. У меня, правда, еще и чертежа нет. Я не знаю, где чертеж этой трубы доставать. Друзья, кто из вас знает, где чертеж достается этой трубы, пожалуйста, черкните мне в комментарии, чтобы я знал, где искать этот чертеж. Чтобы создать трубу, вам потребуется титановый слиток, 10 штук. Вот это да. Титановый слиток нам нужен вообще везде практически. Ручная водокачка. Чтобы ее создать, нам нужно 15 титановых слитков. Ну это вообще пипец. 10 ясеневых досок. Я не добывал еще эту ясень, она находится на болоте. И 12 гвоздей. Ну, 12 гвоздей, да, это легко. Пыточный стул. Я не знаю, для чего он нужен. Пригодится этот пыточный стул. Может быть, друзья, я ничего не говорю. 8 вольфрамовых слитков. Не знаю, почему слитки. Слитки такие я не видел ни разу. Ну, так создатели сделали, значит, так и будет. 12 гвоздей нам понадобится. 5 кожи. И 10 пластика. Пластик я уже показывал, как его можно добыть. Давайте пока катер мы пропустим. Кислотная ванна. Для чего нам требуется кислотная ванна? Давайте сначала разберем, как ее создать. Чертеж. Чертеж кислотной ванны вы можете найти на 3-м этаже бункера Альфа. Когда зачистите бункер Альфа, вы откроете этот чертеж. Больше никак. Этот чертеж нигде нельзя найти его. Чтобы создать кислотную ванну, вам потребуется 25 сосновых досок, 40 железных слитков, 10 алюминиевых шоколадок и 20 каменных блоков. После того, как вы ее создадите, вы ее поставите. Вот она будет выглядеть. Видите, я уже ее собираю, конечно же. Она занимает ровно 4 квадрата. Что нам потребуется, чтобы ее создать полностью? Нам понадобится 10 шестеренок
Это вообще пипец. Но правда я получил эти 10 шестеренок за один раз. Я получил это в 13 сезоне. 20 алюминиевых пластин, 50 проводов, 5 микросхем. Микросхемы попадаются в полицейском участке. Также их можно еще, по-моему, крафтить. Но мы до этого еще дойдем. 15 частей двигателя. Двигатель где у нас попадается, друзья мои? Бункер Альфа, гуманитарный груз, старая ферма. Насчет полицейского участка я сам не знаю, потому что я не был в фиолетовом и синем сундуках, которые можно там вызвать. Но мы... Извиняюсь, но мы посмотрим, конечно же, в будущем. 15 алюминиевых шоколадок, 100 болтов. Также вам потребуется 30 резиновых деталей и 25 стальной пластины. Воздушный фильтр. Его нужно вам 25 штук. Где можно его найти? Бункер Альфа, красные талоны, локация порт, стоки. Больше я не знаю, друзья. Если вы знаете, напишите мне в комментарии, где могут выпадать еще воздушные фильтры. Продолжаем дальше разбирать наши станки. Знаю, что катер, генератор, вездеход, вольер – это не станок, но их я тоже буду разбирать. Надеюсь, вы, друзья, поняли, что кислотная ванна делается у нас в 2 экземплярах. Друзья мои, остальное вы увидите в следующем ролике. Я полностью вам расскажу, где достаются ресурсы, как они крафтятся и что вы с этого будете получать. А на этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. А чтобы не пропустить мои новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на этом всем пока-пока.